Ну что, друзья, топ-5 Wi-Fi 6 роутеров из Китая с AliExpress. И тут вот, ну знаете, как-то интересно завязалось. Объясню почему. Потому что вчера я снимал этот же обзор, и по техническим причинам он не удался. А вечером произошли события, из-за чего топ полностью изменился. И вот как-то сегодня будем с вами обсуждать этот топ именно из Китая. Wi-Fi 6 роутеров с хорошим покрытием. Объясню тоже, почему с хорошим покрытием по отношению к европейским версиям. Ну, в общем-то, на канале Технозон, поехали. Мы на главной страничке нашего канала. И вот, конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, то есть вот здесь вот там подписаться и нажать колокольчик, позволит вам не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные видосы. И, конечно же, украинская, вернее, версия на украинском языке этого обзора есть по ссылке в описании под видео, как и обзоры всех роутеров и ссылки на проверенных продавцов тоже. Начинаем. Все началось с того, что меня попросили сделать новый топ на лето 2023 года. И тут как бы все отлично, и мне даже сказали, что роутеры Asus можно же брать на AliExpress, но я никогда не советовал брать роутеры Asus на AliExpress, потому что на местных рынках обычно они дешевле, и моя любовь к роутерам Asus не отменит этого всего действия. Я всегда говорю, что на AliExpress Asus роутеры брать ну не стоит. Потому что, например, мой любимчик AX82U, который стоит тут, ну, $194, стоит немножечко дешевле на местном рынке, а тут еще и ждать достаточно долго нужно. Потом роутеры Asus Wi-Fi 6 это круто, это хорошо. Я, конечно, кину пару ссылок в описании под видео. Возможно, у кого-то на местном рынке нет. Просто кину вот обзоры и посмотрите. Но они в наш топ не вошли, потому что они просто-напросто не рассчитаны на китайский рынок. А вот то, что дальше произошло, тоже вам объясню. Дело в том, что AX9000, который был раньше в топе за $235 Xiaomi, мы вывели вне топа, и он теперь там болтается. Ну, он уже не актуален, да он и был не актуален с его-то покрытием. То есть, когда AX6000 за $100 его просто-напросто вот так вот натягивает, мы уже делали сравнение покрытия дальности роутеров, тоже кину в описании под видео ссылочку, посмотрите. Я, честно говоря, вот тогда был уверен, что вот он и не взлетит. Он и не взлетел. Он и не взлетел, он не стал бестселлером, он слишком дорог для этого. И к нему на смену пришел AX10000, о котором мы поговорим немножко позже, и почему он там занял определенное место. Тут вопрос важен в том, что они так и не смогли реализовать ничего того, что не давал бы AX6000. Тут вообще вопрос, знаете, какой? Сам по себе топ роутеров, его порвала фирма Xiaomi, я сразу говорю. Потому что альтернативы нет. Альтернативы абсолютно нет. И даже там какие-то я сейчас вам покажу. Какие-то AX6000 от Huawei, которые я сейчас тоже говорю, это внетоповые места, поэтому мы их особо обсуждать не будем. Как казалось бы, сделали Wi-Fi 6+, 4К QAM, 7200 индекс скорости, X7200, 8-канальный, и стоит он $101. Но дальше, даже 160 МГц есть. А какие же порты здесь? Гигабит или 2,5 гигабита? На кой мне 160 МГц? Что мне с ними делать? Что мне делать с 4К QAM, если я не могу их тупо реализовать? И я не вижу ни одной нормальной инструкции, какие порты стоят в этом роутере. Это все усиленно скрывается. Я, честно говоря, пока вообще не настроен его рассматривать. Они, видите, они даже не пишут. Вот здесь вот, ну, они очень много красиво показывают. Но по мне, это обыкновенный апгрейд AX3 Pro, который был до этого. Просто-напросто сделали 160 МГц и сделали, грубо говоря, 4К QAM. То есть, зачем? Для чего? Что он сможет дать? Какую скорость он сможет дать больше? Если бы здесь было 2,5 гигабита, я вам, поверьте, они бы это растрындели первыми, и это было бы прям вот на первой картинке, которую они показывают. Поэтому AX6000, про него не спрашивайте, потому что очень много вопросов, очень много в личку, очень много комментов, типа, а вот Huawei AX6000, там вот индекс скорости AX7200, вот прям топчик из Китая за $100. Ничего подобного, как и AX3 Pro, не получил более-менее нормального развития. Кроме того, что у него здесь написано AX3000. Ну, я делал на него обзор. Он работает, он покрывает, он обыкновенный роутер. Ничего из себя интересного не представляющий. Но у нас во внетоповых местах, мы пока что обсуждаем только внетоповые места, затесался Wi-Fi 5 роутер. Объясню почему. Потому что Redmi AC2100 это один из тех роутеров, которые заслуживают внимания, несмотря на то, что у него Wi-Fi 6 нет. А я вам объясню. Дело в том, что за $45 вы получаете неплохой роутер с нормальной поддержкой, гигабитный. У него, давайте вот я вам сейчас
немножечко ниже опущу и покажу, в чем фишка. У него двухъядерный процессор, 128 мегабайт памяти, у него неплохое покрытие, и это не вся его прелесть. Его прелесть в том, что он построен на процессоре МТК, и если мы пойдем на FOPDA, мы увидим, что в прошивках у нас есть и Padawan, и OpenWRT, то есть и Asus VRT от Merlin, то есть здесь есть огромное количество прошивок, которые есть для этого роутера. И даже наличие в нем, вернее отсутствие в нем Wi-Fi 6 и наличие всего лишь Wi-Fi 5 делает его, обалденным приобретением за 44 бакса. Но он не вошел в топ, потому что он не есть Wi-Fi 6. И тут мы добираемся до Wi-Fi 6. И вы знаете, тут вы не будете немножечко разочарованы, потому что на 5-м месте у нас стоит AX3000, вот такая вот башня. Объясню почему. Потому что многие из вас, из зрителей, голосовали и писали мне, что меш-система обязательно должна быть в топе. При этом меш-система обновленная, это не AX1800, на который мы делали обзор, он неплох. А здесь конкретный меш в виде башенок, который не стыдно поставить, красиво, они имеют хороший дизайн, у них 256 мегабайт памяти, 160 МГц, есть поддержка, индекс скорости AX3000, что немаловажно для работы меш-сети в беспроводной. Они построены на процессоре IP5000 от Qualcomm, у них есть NPU, который конкретно Network Processor Unit на 1 ГГц, и формула MUM-AMO, это формула, грубо говоря, распределения антенн 2 на 2 в 2,4 ГГц, и 5 ГГц тоже 2 на 2. При этом это гигабитный роутер с поддержкой 1024 QAM. Быстрый, классно масштабируемая сеть, конечно же, без каких-то левых прошивок, но за $56 получить одну башню — это хорошая цена. Это для тех, кто конкретно увлекается меш-системами и кому конкретно меш нужны. Честно скажу, мне это нафиг не надо, потому что я совсем не сторонник вот такого решения этих башен. Я либо возьму брендовые башни какие-то от Asus, дорогие, либо буду строить что-то из, допустим, AX6000 плюс какой-то дополнительный роутер. Я просто, кстати, AX6000 плюс такая башня, это будет очень-очень круто. На самом деле, такую башню использовать как дополнение — это очень неплохой вариант. Но при этом сейчас напишут, я 100% напишут в комментах некоторые комментаторы, что вот китайские роутеры не поддерживают IPTV. Ну, ребят, поддерживают IPTV, немножко не тот. Многие путают IPTV сервисов по типу EDM и путают IPTV мультикаст операторский, например, провайдерский. Так вот, провайдерские на китайских зачастую не работают, но я за последние, не знаю, кто использует из вас мультикаст, они используют какой-то сервер или какие-то плейлисты. Плейлисты простые, которые вы загружаете из интернета, они будут работать на таких роутерах. Тут имеется в виду конкретный мультикаст. В общем-то, 5-е место. Сможете посмотреть обзор у меня есть на X1800. В принципе, то же самое, кроме того, что здесь добавилось 160 МГц, 1024 QAM и индекс скорости X3000. А вот на 4-м месте у нас роутер AX6S. Многие спросят, почему не AX3000. Он вроде бы там поинтереснее в том плане, что у него там заявлено все красиво, по красоте, и он еще и дешевле 42 бакса. Я вам объясню. AX6S уникальный роутер в плане того, что он тоже построен на процессоре МТК MT7622. У него схема MUM-AMO 2,4 ГГц 4 на 4, 5 ГГц 4 на 4. У него 1000 мегабитные все порты, поддержка 1024 QAM в AX режиме, поддержка WPA3, но это не все. Если мы откроем FOPDA и пойдем чуть пониже, откроем прошивки, на него есть прошивки кастомные OpenWRT, OpenWRT. Это делает этот роутер просто пушка, я вам честно говорю, просто пушка. И за 50 с чем-то долларов, за $51 получить кастомизируемый роутер, при этом на хорошем железе, с хорошим исполнением, с двухъядерным 1.35 процессором, 1.35 ГГц. При этом у всех у этих Wi-Fi 6 роутеров есть поддержка OFDMA, BSS Color, эти все фишки, которые присущи Wi-Fi 6. То есть нормальное место, я вам честно говорю, нормальный роутер, который у нас стоит на 4-м месте. А на 3-м месте у нас уже пошли монструозные роутеры, у которых по 512 мегабайт памяти, у которых индекс скорости AX54 2.0 5400. И тут сразу у нас два. Это два брата роутера. Кроме того, что вот этот вот позиционируется как игровой, у него 2,5 гигабита LAN-порт, вернее WAN-порт, и стоит он $100. И AX5400, который вот выполнен
в формате вот этого вот AX6000, в принципе, корпус тот же самый, но с поддержкой 160 МГц, 4К QAM, Wi-Fi 6, у него, правда, гигабитный порт, но как узел mesh-сети, вот если бы я брал, допустим, строил какую-то mesh-сеть на 2,5 гигабита, то я брал бы основной узел AX5400 и дополнительные узлы AX5400 такого, то расширял бы сеть, то есть вот таким вот образом. И теперь смотрите, построен вот этот вот беленький на IPQ 5018, это в принципе оба роутера построены на таком IPQ, 1 ГГц NPU Network Processor Unit, 512 мегабайт памяти, 2 на 2 в 2.4 и 4 на 4 в 5 ГГц Wi-Fi MU-MIMO, 6 антенн, ну тут 1000 мегабитный LAN, и в принципе он очень неплох, очень быстрый, стабильный, очень похож на AX3000, только AX3000, ну уже, скажем так, я бы не рассматривал, здесь больше памяти, а это значит, когда больше памяти, вы можете подключить, например, большое количество устройств умного дома, ему будет хватать памяти для обработки этих всех устройств, ну, 160 МГц тоже об этом говорит. То есть мы, по сути, получаем неплохой роутер для домашнего использования, который вы просто настроили, забыли, если вам не нужен NAS сервер, если вам не нужны какие-то опции там VPN и тому подобное. И, кстати, вот ответ на вопрос, почему китайские роутеры, вот я там заикнулся про мощность, потому что китайские роутеры, конкретно китайские версии, не ограничены нашим ограничением европейским с 23 dBm, то есть на всей территории нашего, ну, грубо говоря, зоны там есть ограничение 23 dBm у роутеров. У китайских роутеров ограничение в 30 dBm, поэтому покрывают они больше, и сигнал у них, конечно, помощнее. Но вот этот вот гейминг роутер, он поинтереснее в плане, за $100 вы получаете пушку на 5018 процессоре, то точно с такой же памятью, но у него есть 2,5 гигабитный порт, и есть какие-то, ну не знаю, они заявляются, конечно, игровые возможности, но это всего лишь, я вам сейчас покажу, тут даже, возможно, картинка есть, акселерация игровая. И по сути он является просто охренительным. Почему? Потому что мы на нем получали 2,1 гигабита по Wi-Fi 6 ГГц. При использовании адаптеров 6E, почему-то именно 6E у нас давало 6 гигабит, ой, 2,1 гигабита, не знаю почему. Хотя здесь нет 6 гигагерцового Wi-Fi. Видео FDMA плюс MU-MIMO, ах-то они что-то тут пишут, что для игровая производительность, но честно вам скажу, для игр я бы не советовал. Если хотите играть конкретно в профессиональные игры, то это только Asus ROG серия, что-то типа подобного. Да, еще у них двойной есть One Asus, у них есть агрегация, забыл. Агрегация есть, и на нас можно выдать 2 гигабита. Ну, короче, такая себе ситуация, что неплох получился роутер. Но это всего лишь третье место, третье. Объясню почему. Потому что второе место у нас стоит Xiaomi AX6000 как самый мощный по дальности покрытия за $90. Построен он у нас на, смотрите, на процессоре IPQ 5018, на том же самом, с 512 мегабайтами памяти, с той же самой вот версией MU-MIMO с распределением антенн. У него есть 2,5 гигабитный порт, хотя они здесь пишут 1000 мегабитный, здесь 2,5 гигабит порт есть. Я делал обзор, и у меня он есть, Лен, а ну дай мне, пожалуйста, вот этот вот роутер монструозный, который я привез из дому. И это тот роутер, который я сейчас использую дома. У него есть поддержка 4К QAM. Вот он, смотрите, я специально его привез, он весь в пыли, он у меня стоит дома. И у него есть, вот, пожалуйста, 2,5 гигабитный WAN. И при этом еще есть возможность поддержки умного дома от Xiaomi. Очень классная тема с покрытием, но он второе место делит у нас с Xiaomi Wi-Fi роутером 7000. И тут вот сейчас зададут вопрос, почему второе, сейчас вы про первое узнаете. Дело в том, что 7000 это такой суперовый апгрейд. Сейчас я вам просто начну называть, и там ценители, которые очень сильно любят такую марку, там, смотрите, все порты 2,5 гигабита. Да, вы не ослышались, все порты 2,5 гигабита. Qualcomm'овский процессор 1,5 ГГц, 4-ядерный Cortex A73, память 1 гигабайт, они увеличили объем памяти. У нас MU-MIMO 4х4 в 2,4 ГГц, в 5 ГГц 4х4. Все порты 2,5 гигабита, и плюс есть еще USB 3.0 интерфейс. То есть здесь есть поддержка Samba протокола, и не только Samba. Давайте сейчас дойдем. Есть 3 сети, у них есть поддержка теперь 2,4 ГГц, 5,2 это стандартные 5 ГГц,
ГГц, и есть поддержка каналов от 149 до 165, это 5,8 ГГц. Такое тоже они добавили. Это не 6Е, не с 6 ГГц, это 5,8 ГГц сеть. Теперь дальше, смотрите. Опускаемся, где-то тут у нас картиночки, посмотрим, что они тут заявляются. 5G Game, это они позиционируют одну из сетей для игр. Индекс скорости X7000. NFC у нас подсоединение, очень круто сделали. 4К QAM, это все понятно, что они там делают с Qualcomm процессором, все очень красиво и благородно. И я как бы подозреваю, что тут будет один интересный апгрейд до Wi-Fi 7. Я подозреваю, объясню чуть дальше почему. Во-первых, у него есть докер. Я не знаю, насколько это правда или нет. У него есть такая опция Light NAS, есть Samba протокол, но Baidu Web нас не интересно. Они прям показывают, что можно подключить вот такой вот какой-то NAS. Нас кейс, не знаю, как это назвать. Ну, я имеется в виду, что любой, грубо говоря, док-станцию, любую для жесткого диска использовать Sambu 3. К тому же есть поддержка Mesh, это все понятно, все красиво. Как они сюда PlayStation 5 влепили, а? Ох, вы ж и Xbox влепили. Ну ладно. Они тут заявляются о поддержке Xiaomi Device эксклюзивной акселерации для поддержки PlayStation, Xbox, Switch и компьютера игровой. То есть игры, интересно. Вот на самом деле очень классный роутер. А я теперь объясню, почему я в таком восторге от него. У меня его пока на обзоре нет. Мы его только закажем в следующем месяце. Но я его использовал у товарища, который его на предпродаже умудрился заполучить. Он его настроил у себя в офисе. Я вам честно скажу, покрытие как у AX6000. Samba сервер лупит как сумасшедший, там под 200 мегабайт в секунду. И честно, вот его настроили и забыли. Вот просто, это тот роутер, который покрывает там огромную квартиру, при этом 2,5 гигабита. Я вам объясню, что он сделал. Он подключил у него NAS 2,5 гигабита, он подключил NAS 2,5 гигабита к LAN-порту и получил доступ к NAS, как обыкновенному NAS у него TerraMaster стоит 2,5 гигабита. То есть это очень-очень круто. Это второе место. А почему первое место у нас роутер AX10000? Хотя вчера, когда я снимал обзор, этот же, и он у меня зафакапился, я его не хотел включать вообще в топ, потому что, по сравнению с X9000, на вчерашний день он не получил нормального апдейта. В том плане, что, толку, что он там имеет 10 гигабит порт. Кто может это реализовать? Но сегодня, сейчас мы его обсудим очень детально, но сегодня приходит новость о том, что он после апдейта Xiaomi 13 смартфона, в котором есть поддержка Wi-Fi 7, этот роутер в течение недели получит апдейт на Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, мать его. Wi-Fi, мою 7. Я не верю. И у него будет Wi-Fi 7. Со всеми фишками. Ребята, а Wi-Fi 7 это до 5 гигабит по сети при поддержке Wi-Fi 7. И такие адаптеры уже появляются. Мы их сейчас ищем и думаем, как их тестировать и что с ними использовать. Теперь смотрите, что эти черти сделали. А сделали они нечто прикольное. Пока что они пишут 2,4 ГГц, 5 и 5G Game. Это все интересно. Но давайте опускаемся ниже. Это все USB 3, NFC есть в нем. Это все тоже красиво. Теперь опускаемся еще ниже. И тут у нас всплывает фишечка о том, что этот роутер поддерживает SFP 10 гигабит, SFP+. А это то, что мне нужно, потому что у меня стоит Switch Züchel, в который я завожу это 10 гигабит. Есть еще LAN 10 гигабит. Вот так вот. Но он является WAN LAN, комбинированный порт 10 гигабит. То есть я смогу вывести 10 гигабит дополнительно на другие устройства. И все порты у него являются 2,5 гигабитные. Остальные LAN-порты 4 порта. Вот они, по 2,5 гигабита. При этом они тоже комбинированные WAN LAN. У него есть также агрегация для нас сервера. И это невероятная пушка. Тоже можно использовать с USB 3 как Samba сервер. Можно использовать докер. Они тут заявляются про докер какого-то хрена. 2 гигабайта оперативной памяти. Я понимаю, что я могу такой роутер купить. У него активный охлад, кстати. Я могу такой роутер купить с поддержкой Wi-Fi 7, когда придет обнова, с китайским снятием ограничений, я просто забуду про него лет на 10, я вам честно говорю. Просто в течение 10 лет, будут развивать Wi-Fi 7, но
лет 10 я могу просто забыть. У него есть beamforming, все эти BSS coloring, FDMA и все остальное. Они тут заявляют такую радиус покрытия сумасшедший. Просто обалденный. И у него формула всех диапазонов 2,4, 4 на 4, 5,2, 4 на 4, 5,8, 4 на 4. Поэтому для меня это топ-1. Я тоже по возможности его закажу, буду использовать в своей студии. Но, блин, вот тут лошадка за $400, потому что ближайшие конкуренты за $400 стоят Wi-Fi 6E. А здесь за $400 вы получите уже Wi-Fi 7, да еще и с какими-то 12-канальными, еще и с 10 гигабитами. Найдите мне на 10 гигабитный за такую цену. Хрен найдете. Поэтому свой топ мы опубликовали, и я вам честно скажу, я вот для дома, я бы рассматривал, если брать там Xiaomi-шные Wi-Fi 6 роутеры, это AX6S, там, допустим, Wi-Fi вот эти вот 5400, это если вы не хотите шить, если хотите шить AX6S есть, либо AX6000 сейчас $90, просто прелесть цена. Но с вами был Bubble на канале Технозон, пока.